Здравствуйте, дорогие друзья! Видеоканал Раскопочка начинает серию видеосправки по аддону Сверчок, параметрическое моделирование. Сегодня мы рассмотрим процесс установки сверчка. Начнем с качать аддон Сверчок можно через официальный сайт Сверчок, и либо через сайты разработчиков github.com. Загружаем файл Сверчок мастер. Начало установки, как обычно, происходит с аддонами для блендера. Открываем настройки, вкладку аддоны, нажимаем установить и открываем наш файл Сверчок мастер. Запускаем. Активируем данный аддон после установки. Видим. Вот она, пункты настройки. Из открытой вкладки настроек во вкладке общие я добавляю показывать иконки шрифта меню, добавляю отображать только иконки и большие бутоны, большие кнопки. И переходим мы в раздел Extra Nodes. Здесь нам потребуется установить библиотеки для питона, которые требуются для работы сверчка. В принципе, процедура несложная, потому что ребята-разработчики сделали удобный интерфейс для установки этих библиотек. Они устанавливают через pip. Для начала мы обновляем сам инсталлятор pip. После обновления инсталлятора pip мы перезагружаем Blender. Теперь мы можем установить все библиотеки, которые устанавливают через pip. Нажимая кнопки «Установить через pip», по очереди каждую библиотеку. Теперь мы перейдем к установке библиотеки PUMCubus. Нажимаем на переход на сайт.
разработки этой библиотеки. И внизу находим инструкции по ее установке. Вот. Она, в принципе, устанавливается также через инсталлятор PIP, но в ручном режиме. Через консоль Windows. Ну, теперь мы перейдем к установке библиотеки FreeCAD. Нажимаем на кнопку «Прочесть инструкцию по установке». Переходим на сайт разработчиков. Находим раздел «Установка FreeCAD» по 3lib. На сайте есть ссылка по 3.7win, которая нас переведет на страницу с библиотеками для FreeCAD. В общем так, почему-то библиотека недоступна. Если разработчики не исправят эту ситуацию, то библиотеку можно скачать по ссылке, указанной внизу. Вот. А дальше вы можете посмотреть, как происходит процесс установки. Ну вот все наши библиотеки установлены. И можно теперь будет работать с этим замечательным аддоном, который позволяет создавать параметрические модели в блендере, аналогично Grasshopper в Rhino. Всего хорошего. Ну, в следующем видео я расскажу уже непосредственно про работу
самого сверчка, про ноды, которые есть в этом аддоне, и как их использовать.